Всем привет! В прошлом выпуске мы показали богатую кухню Таджикистана. В этом выпуске мы познакомим вас с не менее интересной кухней Греции. Национальная греческая кухня имеет ряд своих особенностей. Первое. Использование полезных продуктов. Свежие овощи, зелень, сыры собственного приготовления, морепродукты и фрукты. Второе. Греки не злоупотребляют фастфудом. Третье. Использование оливок и оливкового масла делает кухню очень полезной. Четвертое. Национальные блюда заправляются лимонным соком вместо соли. Цитрусовые добавляются к основным блюдам мясо и рыба, в маринады, десерты. Пятое. Греки часто и много употребляют молочных продуктов. Йогурт, козье молоко, фета и брынза. Наиболее характерным и древним элементом питания греков является оливковое масло, которое присутствует практически во всех блюдах. Оно изготавливается из плодов оливковых деревьев. Основными зерновыми в Греции являются пшеница и ячмень, использующиеся в последнее время все более широко. Наиболее популярные овощи: томаты, баклажаны, картофель, зеленая фасоль, бамия, перец и лук. Когда речь заходит о фруктах, Греция в этом плане не имеет себе равных. В стране с богатейшей природой и мягким климатом растут такие диковинные фрукты, как апельсины, мандарины, грейпфруты, абрикосы, персики, хурма, инжир, киви, гранат, лимон, арбузы, дыни. И ягоды: мушмула, шелковица, фейхоа, вишня, черешня, виноград и многие другие фрукты. Мед в Греции в основном цветочный, из нектара фруктов и цитрусовых деревьев, лимона и апельсина. Используется также тимьяновый и сосновый мед. В греческой кухне травы и специи используются гораздо чаще, чем в других среднеземноморских кухнях. Как правило, это сельдерей, орегано, мята, чеснок, лук, укроп, соль и лавровые листья. Другие популярные специи — это базилик, чабрец, семена укропа, гвоздика и корица. Особая гордость греков — сыр. В Греции его производится не менее 50 сортов. В каждом регионе свой особенный рецепт. Греческая кухня использует большое количество сыров: фета, гравьера, мецавон, кефальтори, кассери, манури и другие. Греки потребляют сыра больше всех в мире. Более 25 килограмм в год на человека. Самый популярный сорт носит название фета. Именно он используется в приготовлении знаменитого греческого салата. Кстати, в Греции этот салат называется хуриатики, что переводится как деревенский. Мясо употребляют разное, но преимущественно баранину, свинину, козлятину, в зависимости от особенностей регионов. В греческой кулинарии присутствуют блюда с морепродуктами, которых здесь достаточно много: устрицы, кальмары, мидии, осьминоги, креветки и другие морепродукты. Теперь перейдем к самим блюдам. И начнем с блюд уличной еды. Сувлак — это особенный греческий деликатес из жареных кусочков мяса. Сувлак может быть из свинины, куриного мяса, реже из баранины, маленькие кусочки которого нанизываются на палочку, каламаки, или заворачиваются в лепешку. В лепешку могут положить жареный картофель, помидоры, лук, кетчуп, горчицу, чесночный майонез, острый сырный салат. Гирос — это традиционная греческая шаурма. Чаще всего ее готовят из свинины и курятины, реже телятины. Мясо готовят на вертикальном вертеле. Нарезают небольшими кусочками, подобно обычной шаурме, с добавлением томатов, соуса дзандзики. Подается на плоской лепешке или завернутая в виде конверта. Гирос могут дополнять привычные соусы: майонез, кетчуп, горчица, а также картофель фри.
Бризолес – греческое жареное мясо на косточке. Название бризола или бризолес с греческого означает стейк или стейки. Кандасувли – аналог нашего традиционного шашлыка. Пайдакья – традиционные запеченные ребрышки, чаще всего бараньи. Тиропитес – вкусные сырные пироги из теста фило. Сырные пироги могут быть из одного сыра с добавлением шпината, картофеля или пироги с мясом. Также пироги питос. Пироги составляют особую часть греческой кухни. Сегодня в Греции можно найти пирог из тонкого или толстого теста, из кукурузной муки или с муки из цельного зерна. Питос представляет собой пирожок с разнообразными начинками, от обычного шпината до козьего сыра с трюфельным маслом и баклажаном, кабачком, курицей, рисом, мясом и многим другим. Теперь перейдем к основным блюдам. Мусака. Греческая мусака состоит из запеченных слоев. Из нижнего слоя баклажанов с оливковым маслом, среднего слоя из баранины с помидорами и верхнего слоя из соуса бешамель. Иногда в мусаку добавляют кабачки, картофель или грибы. Долма – это аналог голубцов, только для закручивания используются молодые виноградные листья. Греки готовят долму с мясным фаршем и рисом, приправляя лимонным соком и оливковым маслом. Готовится блюдо методом тушения. Пастицио – это запеканка из макарон, рубленого мяса и соуса бешамель. Для пастицио используются букатини – спагетти с отверстием внутри. Блюдо имеет 3 слоя. Первый – паста с яично-сырной смесью. Второй – мясо с томатами, мускатный орех и специи. Третий – макароны и соус бешамель. Ципура – это запеченная рыба, как правило, дорадо. В Греции, да и не только, этот вид рыб очень почитается. Дорадо низкокалорийная, богата йодом и рядом микроэлементов. Рыбу запекают как с овощами, так и без. Подают к столу с ломтиками лимона и взбрызнув оливковым маслом. Стифадо – еще одно популярное блюдо с греческой кухни. Чаще всего его готовят из баранины, кролика или телятины. Мясо тушится на маленьком огне в течение часа. Обязательно в блюдо кладут большое количество томатов и лука. Это обязательное правило для приготовления стифадо. Мясо получается очень мягким и просто тает во рту. Национальное блюдо клефтико. Его готовят в глиняных печах. Это запеченное мясо ягненка или барашка. Его можно попробовать как в греческих тавернах, так и в уличных кафешках. С клефтика, как правило, подают гарнир. Чаще всего это запеченный картофель или макароны. Важную роль в греческой кухне играют соусы. Дзадзики – это соус на основе йогурта, мякоти огурца, оливкового масла и чеснока. Его подают в виде холодной закуски мезе со свежим ароматным хлебом или в виде соуса к мясу или рыбе. Скордалия – соус в виде густого пюре, которое готовят из картофеля, черствого хлеба с оливковым маслом, чеснока, орехов, специй, иногда с добавлением белого винного уксуса. Скордалия традиционно подается как соус-гарнир к жареному хеку или треске. Тирокафтери используют в качестве полноценного соуса для мяса, овощей и легких закусок. Главной составляющей этой закуски является сыр фета. Его дополняют перец чили, оливковое масло, лимонный сок и специи. Для консистенции мягкого соуса нередко в закуску добавляют йогурт или томат. Традиционно закуску тирокафтери подают с теплым хлебом пита. Соус бешамель делается на основе термической обработки муки и жира, вследствие которой получается очень густая масса. Эту массу разводят молоком, добавляют специи и варят до тех пор, пока не получается густой соус. Теперь стоит перечислить простые блюда, вроде закусок.
Греческое мезе. Тарелка с большим количеством закусок. Обычно тарелка с сыром фета, приправленным оливковым маслом и посыпанным орегано, сервированная с оливками и хлебом. Саганаки – это традиционная сырная закуска греков. Для приготовления саганаки используют различные виды сыров. Например, фета, халуми, кефалотири. Его жарят на сковороде в оливковом масле или запекают на гриле. К столу саганаки подают с кусочком лимона и хлебом. Иногда добавляют морепродукты – мидии, креветки, кальмары. Тарамасалата – блюдо греческой кухни. Представляет собой смесь из копченой тресковой икры, лимонного сока, оливкового масла и чеснока. Используется в качестве закуски. Традиционно подается с маслинами и хлебом пита, а также к бутербродам. Закуска каламаракия – жареные кальмары. Их подают к пиву или ликеру узо. А также ими любят хрустеть дети. Кальмары нарезают кольцами и обжаривают в оливковом масле. Перед жаркой кальмары могут макать в кляр или муку. Каламаракия приятно хрустит и имеет золотистую корочку. В целом в Греции очень много вариаций блюд из морепродуктов. Например, осьминоги, запеченные или отварные, каракатица, тушеная с листьями шпината, креветки, жареные или тушеные в томатно-сырном маринаде, традиционные мидии на пару или в томатно-сырном маринаде. Лангуста готовят вместе со спагетти. В Греции много традиционных супов, которые тоже стоит разобрать. Суп какавья готовится с мелкой морской рыбки, как правило, окуньков или лещей. Поскольку у жителей каждого района имеется свой собственный рецепт, существует около 30 различных способов приготовления какавьи. Традиционно в суп входит мелкая морская рыба, томат, лук, сливки, оливковое масло, а также зелень и специи. Суп фасолада. В основу супа входит фасоль. Особенностью его является то, что к фасоладе греки добавляют жареные колбаски. Их бросают в суп или подают отдельно. Кроме колбасок, традиционно фасолевый суп сочетают с сыром фета, маслинами, рыбой и соленьями. Суп из чечевицы факес. Готовится очень быстро. Чечевица варится 10 минут. Сливается вода, затем заливается новой и варится вместе с мелко нарезанным луком, чесноком и натертым томатом до готовности чечевицы. К столу суп подают с фетой и свежим хлебом. Пасхальный суп магерица. Его готовят из бараньего ливера, сердца, почек, печенки, легких кишок, лука, зелени и соуса авголемона, которым загущают суп. В некоторых районах Греции магерицу готовят с рисом и совсем без добавления зелени. В Фессалии магерицу готовят в виде рагу с большим количеством овощей, но без риса. Ревифья. Традиционный греческий постный суп из нута. Выстоянный за ночь горох тщательно промывают и варят около 2 часов. Затем добавляют лук, специи и варят еще около часа. Если суп получился жидким, то его загущают рисом или мукой. Перед подачей добавляют лимонный сок. Стоит перечислить и салаты. И начнем со знаменитого греческого. В оригинале он называется хариатики, что переводится как деревенский. Для греческого салата все овощи, помидоры, огурцы, перец, должны быть крупно нарезаны. Лук режется полукольцами. Выкладывается на большое блюдо с нарезанными овощами, луком и маслинами. Заправляют оливковым маслом, солью. Затем сверху кладется фета одним цельным куском. Салат посыпается сухим орегано. К столу подается с оливковым маслом. Ангуро домата. Это овощной салат, в основу которого входят помидоры, огурцы, красный или репчатый лук, заправленные оливковым маслом. Хорта. Традиционный салат в Греции.
Хорта подразумевает собой съедобную зелень, чаще всего это листья одуванчиков или цикория. Зелень поливают оливковым маслом и подают к столу с ломтиком лимона. Салат рока. В основу салата входит руккола. Кроме рукколы, в салат рока входят помидоры, вяленые или сырые, оливковое масло и сыр пармезан. Стоит поговорить и о греческих хлебобулочных изделиях. Тигану псому – греческая версия жареного хлеба. Обычно его готовят из дрожжевого теста, состоящего из пшеничной муки, оливкового масла и соли, которые свернуты в своеобразный круг, а центр заполнен измельченной фетой и травами, такими как орегано, розмарин, петрушка, мята или шалфей. Элеопсомо – это традиционный греческий хлеб, приготовленный из муки, воды, дрожжей, соли, черных оливок и таких ароматизаторов, как мед и розмарин. Соленость оливок очень хорошо сочетается с немного сладким тестом из медового хлеба. Теропсомо – это традиционный греческий хлеб с сыром фета. Хлеб изготовлен из комбинации белой муки, раскрошенного сыра фета, дрожжей, меда, оливкового масла, душицы и соли. Кулурий тесалоникис – это традиционный греческий продукт уличной еды. В своей простейшей форме кулурий изготавливается из теста из пшеничной муки, которое формируется в кольцо, а затем покрывается семенами кунжута и выпекается. В Греции современные сорта часто наполнены шоколадными спредами, тахини или сыром. Эти закуски часто подают на завтрак, и их можно купить у уличных торговцев или в пекарнях. Дактила – это деревенский греческий хлеб, приготовленный из комбинации кукурузной муки, простой муки и цельной пшеничной муки, в результате чего готовое изделие имеет светло-желтый цвет. Лагана – это традиционная греческая лепешка, изготавливается из пшеничной муки, и хотя издревле он был в основном пресным и не включал в себя молочные или растительные масла, современные сорта часто готовятся с оливковым маслом и дрожжами. Ладения – это разновидность мягких лепешек с ломтиками помидоров, луком и щедрой каплей греческого оливкового масла. Этот пикантный деликатес родом из Кималоса, считается греческим вариантом итальянской пиццы. Чуреки – это традиционный греческий пасхальный хлеб, характеризующийся своей плетеной формой, которая может быть круглой или вытянутой, как буханка. Бугация – греческая выпечка, которая подается на завтрак. В местной пекарне десерты продаются с такими начинками, как сыр, фарш или сладкий заварной крем из манной крупы. Теперь поговорим о сырах. Как говорилось в начале прошлого выпуска, в стране их больше 50 видов. Мы перечислим самые популярные. Популярный сыр фета в Греции называется деревенский. Его в стране любят больше всего. Фета изготавливают из овечьего молока. Он имеет белый окрас, плотную консистенцию и солоноватый привкус. Гравьера – твердый сыр из овечьего молока, имеющий сладковатый привкус. Это второй по популярности среди греков сыр после фета. Кефалотири – это соленый сыр, изготавливаемый из козьего или овечьего молока. Окрас варьируется от белого к желтому. Его подают к напитку узо, к мясным блюдам, спагетти, овощам. Традиционно используют при приготовлении национального блюда саганаки. Кассери – сыр из овечьего молока с примесью козьего. Немного напоминает пармезан. Окрас бледно-желтый. Созревает не менее 4 месяцев. И на десерт поговорим о десерте. Выпечка и сладкие блюда в Греции позаимствованы из турецкой кухни. Довольно часто в десертах используются мед, различные орехи и сухофрукты. Баклавас – это слоеный пирог с начинкой из мелко порубленных орехов,
и фруктового сиропа. Для приготовления пахлавы используют грецкие орехи или миндаль. Халвас – десерт, базовым ингредиентом которого стала манка. Халвас – нежнейший десерт с орехами и медом, при этом вкус манной крупы абсолютно не ощущается. При подаче посыпают корицей. Лукумадес – из теста, замешанного на дрожжах, формируют пончики, которые обжаривают в масле. После этого шарики поливают медом, окунают в сахарный сироп и посыпают корицей. Меломакарона – это сладкое печенье, которое традиционно готовят к Рождеству. Такие овальные коржики могут быть постными, готовятся на оливковом масле, а также используя сливочное масло и молоко. Пасты, миниатюрные кремовые торты часто можно встретить в кондитерских и магазинах сладостей. Они изготавливаются из тонких слоев бисквита, которые чередуются с толстыми слоями взбитых сливок и заварного крема. Такие пирожные обычно предлагаются в качестве подарка при посещении чьего-то дома в рамках греческого гостеприимства. Понравился выпуск? Тогда ставь лайк, подписывайся на канал и не забудь нажать на колокольчик. Это поможет нам в мотивациях к новым путешествиям. И переходите на канал, там много интересного. Ну а мы погнали в новое путешествие. Всем пока-пока! Продолжение следует.